Всем привет, друзья! С вами игра GMGevorg. Я опять начинаю. С сегодняшнего дня я решил прокомментировать немножко матч чемпионат мира. И плюс до начала я успею поиграть немножко даю сеанс. То есть получается сейчас у нас почти все готовы, 14 человек. Я бы хотел еще добавить несколько, в принципе. Сейчас посмотрим, насколько мы успеем. Значит, 15 получается из 35, да? Да, много что-то. Так, ну можно начинать, в принципе. Сейчас я только открою у себя, там можете написать в чате, если что. Так, начнем, чтобы успевать прокомментировать чемпионат мира сегодня. Надеюсь, что успеем. Так. Все, можно начинать, в принципе. Все, поехали. Так, я играю белыми и черными, то есть с обоим цветом. Так, посмотрим тут, какие у нас люди. Так. Так. F3. Ладно, одну партию слон c4 поиграю. Так, тут у нас каракан, тут e4. Можно и так играть. Так, одну партию шотландку, другую испанку. Так, русская партия, да? Давайте попробуем d4 сегодня. Так, взяли e5. Слон b5. А здесь есть такой ход, интересно. Попробовать все-таки. Так, c4, e5, одна партия. Hello, hello. Thank you, thank you. Так, d4, тут слон b5, пойдем. Конь f6, да? Так, ладно, так я пойду. Так. Так. Так, пока время есть, но тут зигнули сразу, да, на e5. Почему-то. Могу я f5 пойти тут? Так, ну e6, допустим. Конь f3. Так, слон a4 я пойду. Так. Ну, рок, опустим. e6. Взяли этого. Конь g4 я не знаю такого хода. Что за ход? Ну, тут как угодно. Ферзь d4 можно, h3 можно. Так, тоже отдают, да? Дают, бери. Слон d5. Так, конь c3 пойдем. Тут такой ход. Хочется слон f5 одну партию играть. Рок. Шах. Может c3 играть тут. Так, что это? Отдают. Ну, взяли, допустим. Слон d6. d6. Слон сюда или... Ну, сюда, можно сюда. Так, слон d3. Что мне играть тут? Допустим, этот. Слон d3. Конь 6. Слон c5, да? Так, пойдем с ним. Конь b3. Конь c3. Что за ход? Конь f6. Рок можно. Угу.
d3, конь d4, да? И рок пока делать. Так, рок, поехали. c3. Что это он делает, а? Так, или взять сперва лучше. Тут e4 можно. Слон b5. Не могу ли я просто играть ферзь опять конь c3, да? Конь c3, слон c6. bc, bc. Ну ладно, допустим, просто так. Так, мне надо, наверное, все-таки немножко быстрее играть, чтобы успевать тут. Иначе опять со временем проблемы возникнут. Так, наверное, можно. Так. Так, ну шах, допустим. Рок. d4 можно. Так. Да, конь d4 я ожидал. По-моему, можно e5 пойти, да, скорее всего. Так, опять не знаю, что за ход. Ну, а6 пока. Слон d7, допустим. d4 можно. Так. Конь d5, конь e4. Всякие ходы есть интересные. Так, может так начинать. Забрали. И слон g5. Тут мне проигрывают, сразу фигуру дают почему-то. Так, конь d4, да. Ну, конь f6, допустим. Я могу брать просто пешку. Так. Конь e2, да. Ну, допустим, взяли. Допустим, взяли тут тоже. Ферзь f3. Тут e3 хочется играть. e3 взяли. Слон c5. Интересно, можно так? Я думаю, можно. Так, тут дают ферзя почему-то. Так, так, так. Можно, наверное. Интересно, могу ли я брать тут конь e5? Вроде могу, да? А, там конь f7, ферзь h5, ферзь b5 в конце. Да. Так. Может так. Столько ходов интересных. Так тоже. Так, ну может такой ход. Не знаю, что за ход выбирать. Может так пока. Так, пойдем а4. Так. Так. Конь d7 я пойду. Так, ну тут что тут? Пора уже прийти ферзем, замотовать как-то. Я хотел ферзем тут. Так, а здесь как играет после d6? Ферзь e2, 3 0, по-моему. Или слон d3 могу начинать. А, 4 еще выход, да, вроде? Так, 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 так. Может, ферзь e2. Тут тоже отдают ферзя. Почему-то сегодня очень много отдают ферзя. Так, слон e3, конь e4, да? Так. Слон b7. Это странно. Пока король в центре. Может так пойти. Так. Конь bd2, наверное. Так, h6, да? Дают опять тут. Ну, конь c6, допустим. Тут я хотел брать этого. Тут нужно, наверное, конь c6 пойти. Слон d3. Так, как замотовать теперь? Конь e5, конь g5, слон c4 еще есть ход. Очень много. Вот так, допустим. Так, этого не хочется так просто отдавать. Ферзь d5. Ферзь d5, f3, наверное, да? Можно защищать просто. Так, тут такой ход полезный. Могу ли я тут играть на эту пешку? То есть все братику на 3 пойти.
А тут этот шах допустили. Ой, слон здесь пока, да? Подзабыл. Значит, лучше брать пока. Так, конь f6. Тут я могу уже пойти вперед, да, наверное? E5. Слон g3, допустим. Так, ну тут мат через несколько ходов, скорее всего. 3-0. b3 я пойду точно. Тут ладьей забираем. Так, что за ход? Слон d4, да? Ну ладно, так. Конь e4 сразу? Что за ход? Так, допустим. Так, я собирался брать тут. Тут тоже. Так, шах и мат. Это шах. Тут забираем. Тут я АБ, скорее всего, возьму. Так, здесь надо защищать. Может так пойти просто? Да, ну и такой ход. Посмотрим, как там защищают. Так, здесь я пойду так. Здесь я пойду так. Ага, ну вот интересный ход, да. Что он хочет? На b7, да? Ферзь b6, d5 неприятный ход есть. Мгм. Да, интересно сыграно. Могу ли я пойти слон d6? Интересно. Может так пойти просто. А, там d5, да? Хотя там у меня ладья e6. Да не, я пойду так. Так, хочется d5 еще пойти. Ну, поехали. Собрали. Так, размен, да? Ну ладно, такой ход, если тут дают почему-то. Ферзь b6, ферзь c7. Есть такие ходы. Можно сесть ферзя, пока дают. Здесь ферзь b6, наверное, можно играть. Так, здесь что хотят? Все дают подряд, да? Так, слон пока здесь, да, у меня. Он хочет на g6 пойти, интересно. Угу. Да, интересно, сыграно. Есть d4, интересно. Взяли, все, h3. Не, пока, наверное, нет. Должен быть какая-то интересная идея тут. Может так, так, так. Конь e3 перевести. Вот, попробуем. Так, слон на e3. Что он хочет? d5 хочет, что ли? Ну и пусть, ну и пусть. Ну так, предположим пока. Так, здесь я могу 3-0 пойти. Наверное. Здесь я пойду ферзем. c5, да? Ну, допустим, так. Так. Так, пока это не угроза, так что можно развиваться сюда, сюда. Угу. А здесь пешки идут, да, как-то. Слон d3 смотрится ход. И там пожертвовать уже, наверное, пора. Так. Что-то много дают сегодня. Так, d5 хочет, да, наверное? g5 есть интересный ход. Так, теперь здесь, да? b6, допустим. Так, здесь я хотел так пойти. Ферзь на e6. Так, как нападать на этого? f4 есть ход. Ферзь f3 есть ход простой. Хотя тут какие-то отскоки. Может так пойти пока. Так, конь на g3. Да, придется чуть-чуть быстрее все-таки. Так, ой, ферзь e8 же был. Так, так. 0-0 наконец. Поехали. Это не хороший ход, конечно. Тут конь d5 допускают. Тут я не знаю, h5, h5. Ну ладно, h5 пойдем. Так. Так, здесь дает. Ну ладно, придется брать там. Что я хотел здесь? Ферзя надо где-то поставить.
Так, еще вот тут. Ну ладно, так, наверное. Брать и не брать. Допустим, можно и так. Так, так, так. Волк пока. Так, d5 есть угроза, да, получается. Если ферзь c8. Ну, шах. А, шах. Что-то не заметил шах. Так, конь на a5. Теперь я могу сесть одну пешку там. Еще есть шах какой-то. Шах, наверное, сильнее. Так, ну, допустим, конь пошел. Что я хотел тут? d5, да, угроза уже. Неприятно, неприятно. Не знаю, что как. Может так пока. Так, f6. Ферзь здесь, да, пока. Ферзь c6, наверное. Шах. Так, здесь менять, не менять. Наверное, конь c3 можно играть. Так, слон g2 f5 есть ход, а там слон h3 есть ход, да, вроде. Так, здесь пора уже чуть-чуть быстро. Правильно. Так, шах. Здесь c4, наверное, можно. Здесь это мат. Здесь забираем просто. Так, тут d5 угроза, да, страшная угроза d5. Угу. Может так войти просто. Тут слон h3. Так, это я видел. Наверное, я заберу. Так, здесь надо тоже быстро как-то. Может так пойти просто. А это что за ход еще? Так. Так. Ферзь g3 есть ход какой-то. Ферзь g3 есть ход. Еще что есть? Что мы имеем еще? g4 какой-то ход есть. Да, что-то я долго. Может так пока. Так, слон e4, ладья d8, ферзь b2. Ну, допустим, так пока. Можно так, наверное. Здесь я заберу. Здесь тоже. Так, ну здесь как угодно выиграно. Здесь я хотел c4 пойти. Так, слон c6. Пока не понимаю почему. Так, допустим так. Конь h5, да, конь h5. Если h3 взяли, что там получается? Так, пока. Так. Да, что-то медленно играют все-таки. Пока что очень медленно. А, тут можно и ферзем побить. Можно, если он g5 играть. Настолько много выбора дают. А, такой ход был. Так, ну что-то я должен. Ну, забрали ферзь d3 вроде, да? Так, здесь как можно? Наверное, так. Шах. Тут должно быть выиграно уже. Так. Ферзь d5. Там где-то ладятся 7, да? Неприятно. H3, что за ход? Может h6 пойти пока. Так. Не, я не согласен на ничью, но сейчас, по-моему, там я выбрал ферзя уже. Так, а здесь надо немножко аккуратно. Так. Так, давайте другую ладью переведем как-то. Здесь конь d3 я хотел играть. Здесь назад или на b5. А, лучше назад. Здесь я точно заберу. Здесь тоже. А, там конь d4 допустил все-таки. Зря, зря. Так, здесь где наш выигрыш? Слон c2 не выиграет случайно. Хороший ход, кстати. Да. Поехали тут. Теперь
Может, пора забрать все-таки, а? Нет, нет, пока не получается. Ладно, попробуем все-таки. Шах. Забрали. Забираем. Такой ход, наверное. А тут я что-то зевнул, да? Так, а здесь как поймать этого ферзя? Упустил немножко. Да, конь d4 нельзя было опускать все-таки. Так. Ай, не хочется отдавать коня. Ну ладно, так. Так. Этого. Может так просто. Такой ход. Ферзь, слон. Тут тоже должно быть выиграно уже. Такой ход сперва. Король на d7 пусть стоит. Так. Так. Да, сильно. Что-то не вижу. Как мне играть, а? Хотя d2, наверное. Хотя это неправильный ход. Что такое? Тут тоже я зевнул, что ли? Вот так пока. Так. Сюда, допустим. Что мне делать, а? Тут может так пойти пока. Так, отдают ферзя почему-то, да? Ну так, допустим. Шах. Что тут творится, а? Тут ферзь c3 шах, наконец. На 2, наверное. Уход какой-нибудь. Должен же быть что-то. Так. А что это такое? Что-то я зевнул? Да. Так, здесь что? Может так? А где здесь маты? Какие-то маты мы имеем? Шах, наверное. Так. Нет, не хочется, наверное, так пойти. Так. Шах. Ну, допустим, такой ход. Или такой ход. А, там нет. Зря я так играл. Может так пойти. Так, ну тут по-любому можно уже. Так, здесь как, наверное, так. Так. Ой-ой-ой, не успеваю. Уже не успеваю. Надо шах. Надо так. Так, наверное. Ну так. Ну, если я быстро поиграю, я успею тут. Так. А что за эшпиль, интересно? Так. Тут, наверное, выиграно уже. Так, а где здесь мат? Собственно говоря. Так. Что это такое? Ой, связка там. Здесь ладья b5, наверное, надо. Так, ладью хотят, да? Может так. Может так. Ну, шах, допустим, шах. Да, здесь плохо. Здесь совсем плохо. Ой, шах там. Да, что-то я не успеваю. Что-то не успеваю. Ход, какой-нибудь ход. Ну так, допустим. Так. Поехали. Да, это я проиграл. Это я точно проигрываю. Так, что это такое? Да, еще. Что я делаю, а? Ой, зря это тоже.
А, нашел ход. Ну и что? Не, это я точно проигрываю. Так, шах, допустим. Ну, ход какой-нибудь. Ход, ход, ход. Ход. Тут я просто темпа потерял, да? Так, может так просто пойти, а? Ну где здесь мат, а? Да нет, здесь я проигрываю уже. Тут может быть такой ход пока. Здесь мы точно проигрываем. Может так пока? Так. Ход какой-нибудь. Ход. Ход. Забираем. Так. Да, тут можно сдаться, конечно. Угу. Здесь так, наверное. Шах. Как угодно тут можно уже. А, такой ход. Ничего себе, я это не видел. Хм. Шах. Шах. Так, это лучше не играть уже. Здесь выиграно совсем. А здесь я что-то не вижу. Ну, может так пока. А там этот. Хотя d8, что ли? Так, поехали. Шах. Ну, ход какой-нибудь. Хочется отдавать это уже. Да, да, ну и что? Проигрываем, похоже. Похоже, проигрываем. Так. Так. Шах. Должен уже. Ну, допустим, ход какой-нибудь. Может так пойти. Так. Король d3 пошли. Шах тут. Тут шах и мат, наконец. Так, здесь ладья у нас. Да, что-то уже рука болит. Может так пойти, а? Так. d2. Тут мат. Не хочется отдавать эту пешку. Так, поехали. 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 Так. Так, так, так. Ход какой-нибудь. Угу. Не хочет брать, а? Не хочет брать. Ну, это тоже, да, это я проигрываю. Так. Я готов уже отдавать одну пешку там, лишь бы выиграть это. Ай-яй-яй. Угу. А как это делать? Может так пойти пока, а? Так. А там тоже интересно стало, да? Тоже непонятно. Ну пусть так. Так. Так, 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 так. Вообще непонятно. Вообще. Есть 7 ферзь. Неужели это не мат? Там должно быть мат. Так, ферзь. Так. Да я не знаю. Тут уже как. Так, ферзь. Да, здесь не стоит даже играть. Ну ладно, попробуем. Теперь, если мы маты не ставим, значит проигрываем. Можем и проиграть. Так. Ну, d, допустим. Так. Так, здесь есть мат, а? Шах. А тут постепенно можно пойти уже. Наверное, так пока. Ладно, это задаемся. Так, шах. Так, теперь с чего начинать тут, а? Такой ход. Такой ход, не знаю.
Так, где здесь мат? Шах, шах, шах. Такой шах. Так, тут можно, наверное, уже пойти вперед. Наверное, так пойти. Такой ход есть. Поехали. Так, шах, шах и мат, да, вроде. Так. Шах, я смотрел. Тут форсировано, да. Так, здесь хочется так пойти пока. Здесь шах. Здесь так, наверное. Так, теперь. Шах. Да, наконец взяли ладью. Так, 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 так. Что мне делать? Может так пойти вообще? Так, добрый день, добрый день. Все нормально, спасибо большое. Как у вас дела? Так, этого я хотел брать. Скажите, там F5, да, выход? Так. Не хочу отдавать пока пешку. Ну, это выиграно, да, похоже. Так. Угу. Теперь хочется пойти ладья Е3 или ладья F3. F3, допустим. Сложно сказать, на самом деле. Я немножко сомневаюсь, но все-таки, наверное, Карсон. Мне так кажется. Так. Ладья F8, король G4. Да, тут наконец дали партию. Тут, конечно, мат. Так, ну и играем в этой партии король G7, да. Тут ясно, что у меня есть компенсация, но может быть не больше даже. Ладья H8 надо. Так, что дальше? Как делать так, чтобы вот этот конь попал на поле F5? Может брать пока на C6, пока дают. Ладья C8, ферзь E4, можно возвращаться. Да, надо где-то ладью перевести. Наверное, так и где-то E6. Так, ферзь d7, да. Предлагает размен. Ферзь e4, ферзь d5, да, наверное, хочет играть. Ферзь d5. Ну ладно. Наверное, ферзь e2, тогда ферзь c4 исход, да? Не, я лучше ферзь f5 пойду. Да, я ферзь f5, ферзь e6, чтобы после взятия хоть gf побить и играть. Вот это интересно, кстати. Угу. Так, теперь есть ход какой-нибудь.
Может, ладья Е1 пойти просто. А G4 только не хочется допускать после взятия. Там еще и G3, да? Интересный момент. Так. Как обмануть, а? Неужели это ничья? Так. Ладно, пока посмотрим, как он играет. Может, пойду на ферзь d5, ферзь e1 и поиграем там. Можно рискнуть, можно. Ферзь c4, слон f5, да, пойти. Я не думаю, что это хорошая идея. Ну ладно, пойдем все-таки на выигрыш. Попробуем. Так, потом, поскольку у нас есть время, можно играть в ческоме. Несколько партий поиграем с сильными игроками. Да, задумался мой противник. Ферзь c4. Да. Как я ожидал. Значит, есть ход ладья c1, там ладья c8. Да, неприятно. А, еще g4 же повесил. И снос 5 надо. Может, вот этого, да, как-то уже. Так, это тоже ожиданно. Если... Да, хорошо играет упорно. Может так пока? Ферзь b3, слон. Не знаю, куда слона. А, кстати, может e6 есть, да, ход? Фе, ферзь e5, там какие-то идеи есть. Должны быть, да. Да, e6 интересно смотрится. Правда, он может и там брать ладьей. Ну, во всяком случае, наверное, надо попробовать это. Все-таки я попробую, посмотрю, собирает ли он ладью. Ну да, как ожидать. Ферзь e6, да. Вот здесь интересно тоже, брать или не брать. Ну тогда у меня просто ничего нет. Ферзь c3, ферзь f6. Поставить ферзя где-то и играть, да, наверное. Ферзь c2, наверное. Тогда ферзь f4 исход. Еще. Так. Может такой ход? Так. А, пешку надо. Что мне делать, а? Ну, так, попробуем.
Так, теперь на ладью, да? Еще и g4. Да, зря я это допустил. g4, g3. Прямая угроза. Может шах давать, что ли? Взяли, ладья d2 там. Неприятно, неприятно. Ладно, пойдем посмотрим. Ладья d2. А, кстати, может... Хотя не получается, да? Ладья d2, конь c4, слон f2 берет просто. Да, тоже не получается. Ладно, так. Пока угроза есть. Правда, может ладья 2 пойти, да. Конь c4, слон d4. И тут может мне быстро g4 играть, да? Да, может так пойти быстро. А то могу просто проиграть. Теперь хоть с королем можно прийти. Смотря как он пойдет. Он же тоже может, да, так прийти. Так, ну это ничего, это можно еще жить. Так. Конь f5 есть пока угроза. Король 6, наверное. Король 6, хотя конь f5, да, исход. Хоть пешку h6 я буду собирать. Да, все. Точно играет странно. Может так пойти уже. Так, что за ход? Король f6, да? Если так, ну опять хочется пойти. Ладно. Слон d4, ход конь f5 есть. Главное, чтобы слон... А, слон хочет остаться тут. Тогда конь b5 есть. Да. Он, наверное, это просчитал. Хотя у него есть ладья c4 ход. Неприятный ход опять. Ладья c4, то есть, если я заберу там на g4, я потеряю. Да. Сильно играют. Как обмануть его? b5 как-то. Не хочется пойти. Может так пока. А тут я ладья b2, да, допустим. Да, зря. Ладья b2, b5. Слон e5. Нет, это нельзя было допустить, но все равно. Ничего серьезного не было у меня. Надо было там просто играть на ничего, да. Играет все по первому, как-то странно. Так, шаг. b5, ладно, пойдем. Еще король e6. Король e6, конь e8. Король d7, то может и коня брать. Да, могу я не делать ничего. Король e6 смотрится, конечно. Конь f5 может пойти там. Да, наверное, конь f5 пойду. Тут слон c5. Что еще? Ну да, тут ничья, наверное, я b6 уже пойду. Вот сейчас надо понять, b6 пойти, отдавать, то забрать и делать ничью или играть как-то. Так, пешка, да. Ладья c1, ладья b5, ладья c6.
Король, король. Этого забрать, этого забрать. Интересно смотрится. Ладно, наверное, тоже ничья. Попробуем. Немножко неожиданный ход для противника, скорее всего. А, кстати, можно было ладья Е1 пойти, поставить ловушку. Может, он взял там конь d4. Хотя ладья Е1, король f6. А, вот тогда ладья c1. Да, 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 да. А вот так интересно было. Так, сейчас после король d5, наверное, опять ладья а6 пойти. Я хочу сохранять пока эту пешку. А дальше как получится уже. Так, ну да. Так. Сейчас, то есть, под боем эта пешка, эта пешка. Посмотрим, как он защищает сейчас. Да, опять что-то. Найдет ли? Интересно, какой ход найдет. Слон b8, да, ожидал этого хода. Ну ладно, я это вот так заберу тогда. Посмотрю, как играет. Теперь этого защищай. Ладья b7, ладья f6. Исход. Буду играть на выигрыш. Почему нет? Хоть как-то я его обману. Хоть как-то. Угу. Что он хочет? Королем на f4, да, попасть? Так, так, королем я не могу. Ну, брать, наверное, надо, да? На король 4 есть ход конь h6, как минимум. Да, я это пойду, скорее всего. Все равно у него мало времени, он должен быстро играть. У меня всякие шахи тут есть, можно и так пойти, да, потом. Угу. Что он хочет? Непонятно пока. Ну ладно, шах, допустим. Король e4, ладья f5, слон e5. Исход, да? Ну, интересно, не выиграно ли это? Хотя он может брать конь f5, а6 пойти. Чего нет у меня? А я почему не хочу а6 пойти? Интересно. Лучше а6, да. Зафиксировать. Ну, единственная идея сейчас слона где-то активно поставить. d4, да? e5, d4. Да, ну или так. Так, теперь ладья f7, конь f5. Какие есть еще ходы? Так, f3 пока рано. Да, интересная позиция, кстати. Может, конь f5, потом конь g3.
Слон b6, да. Да, жаль, пока тактики нету, да? Пока тактика не работает. Конь g3. А, может хитрый играть. Может, есть такая идея. Король f4, конь g3, я смотрел ход. Там поставить мат. Если получится, конечно. А, король d5. Ага. Вот, вот, вот. Конь, конь. g3. Ладья c4. Ай-яй-яй. Неужели не получается ставить мат? Ну, конь e3 есть как минимум. Не хочу я. Так, думаем. Конь g3. Ладья c4, да? Неужели там ничего нету? F3 уже не то, да? Ладья c2, ладья e2. Взяли. Может, можно этот эндшпиль выиграть, а? Ну, не знаю, ладно, попробуем все-таки. Угроза есть сейчас. Ладья c4, наверное, он пойдет. Еще есть ладья e5 ход. Ладья e5 проигрывает, да, форсированно. Конь h5, конь f6, ладья 5, конь d7, конь b6, да. Угу. Да, нашел, опять нашел. А, ну спасибо. Я думал, ладья c4 играл. Да, повезло. На самом деле интересный момент. Вот здесь, то есть в конце, то есть получается здесь еще не все ясно, да? Да. Король d5, я смотрел король d5. То есть тут конь g3 уже выиграно, да, получается? Да, ничего себе. Ладья e5, да, я как раз рассчитал. Но как он выиграет? То есть получается после f3 у меня выиграно, да? То есть так. А, тут конь e2 же, да, тут конь e2. Значит, я все правильно рассчитал, да? А тут я покажу вот интересный вариант, кстати. Почему проигрывает ход ладья e5? Хотя там мат есть красивый, то есть шах, вот такой мат. Но еще был вариант, ну, это тоже выигрывает, кстати, тоже интересный выигрыш. То есть шах, любой ход, там берем, шах, конь b6 и a7. Тоже интересно. Но очень сильно играл, хотя ошибки были. Тут ферзь c6, что я не видел, интересно, по компу. То есть что у меня было? Ничего не было, да, на самом деле. Ферзь c6, что я не видел? Ладья c8, ферзь e4, ладья c4, наверное, да? Да, скорее всего. Да, тут тоже оценка нехорошо, да? Да, ну понятно, ферзь f1 нехороший ход, но что делать? Мне хотелось играть просто. Тут позиция, конечно, равно. Да, сам был 8 не очень. Ну да, понятно. Так, посмотрим, какие есть у нас вызовы. На ческом или на личес. Так, я буду играть... О, кто это, интересно? Валентин Драгнев. Да, нормальный шахматист, в принципе, сильный. Поиграем одну партию с ним.
Скандинавку посмотрим. Так. А если сразу? Не помню тут как играли, но возьмем на всякий. Интересно, есть такой ход? А, там ферзь b4. Ладно, поиграем вот так. Пока никаких угроз, но хочется слон d5 пойти типа. Ну, допустим, так пока. Возможно, АБ где-то. Так, здесь нельзя, да? Может так пока. Хочется запутать противника. Может c5 пойти, да, где-то? Слон c3. Я хотел bc. Короля поставлю на f1. Ну, где-то угрозой c4. Может, и он правильно играет, да? Там на e6 открывает дорогу. Но это я пойду тоже. Может, где-то и h6 могу пойти. 3-0, да. Так, как начинать атаковать? Слон до этого потом. И что дальше, интересно? Ну ладно, попробуем. Куда идет ферзь? На 4, что ли? Да, это неожиданный ход. Может так пойти уже? Да, не хотелось, но придется, наверное. Так, d5 взяли, слон g5. Что это там? Взяли. Слон g5, конь f6, да, есть ход? Ну да. Конь f6 есть ход. Ну ладно, пойдем так. Так. Ну, как минимум конь c4, ну, конь c1 пойду. Что делать? Неожиданно. Так, слон g5. Может так пока? Кстати, хороший ход нашелся, скорее всего. Да, ну придется браться. Угу. Теперь на пешку. Ладья g3. Совсем мало времени, да, получается. Мне нравится моя позиция, но выиграть сложнее. Может f4 пойти? Так, где этого поставить? Теперь слон d3, слон h5. Какие-то игры идут. Не, h6 вряд ли он пойдет. f6. Так. Слон g4 где-то. Так, ну шах, допустим. Допустим, такой ход. И ладья d7 на конь c3. Быстро надо. Могу не успеть. Так. Слон h6 зевнул, что ли? Или не зевнул? А, я же 8. Вот, а.
Неужели? Где G6 сюда? Надо слона быстро на D6. Королем прийти как-то. Вот так. Это все понятно. Позиция должна быть выиграна, в принципе. Ой. F6, да? Неужели я проиграл? Что ты играешь вообще в проигрышной позиции совсем? То есть играет, ну что ты? Лишь бы на флаге играть по-другому, то есть не умеет, получается. От таких людей вообще не хочется играть с этими людьми. Просто неприятно просто. Игра на флаг просто. Вообще ничего не. Просто переиграл просто. Так, мы посмотрим начало матча. Интересно, какой дебют будет сегодня. Так, надеюсь, успеем. Еще несколько партий. А там тоже. Так, китаец. Давайте поиграем с китайцем. Лучше с китайцем. Так, поехали. Интересно, могу я играть в ферзь G4 сейчас? Так. Угу. И вот теперь такой. Что за китаец отдает таких важных. Если шах. Шах. Тоже шах. Вроде плохо. Вроде плохо. Так. Шах Е5, да? Ферзь А5. Я это попробую. Точно попробую. И 3-0 где-то. А, или ладья d1. Так. Ферзь А6. Король С7. Ничего нету, да, там? Может, ладья d1? Тогда конь Е7. Так, думаем, ладья b1, наверное, исход, да? По-моему, это выиграно должно быть после ладья b1. Угрожаю так. Ну и так тоже угроза такая. Интересно, как будет защищать позицию. Ну да, ожиданно. Как и ожидался. Ну, шах, допустим. Ферзь b7 как минимум. Что играют? c3, да, берешь? Ну, можешь забрать.
Так. Так. Ну и придется сдаться с таким королем. Опять выйдет игра на флаг. Так, g6. Хочет вот так, да, спрятаться. Типа с королем. После ферзь d8, по-моему, вообще ничего нет. Я хочу сейчас уже ладья e1. Ну, может ферзь d4, ферзь c3, типа играть. Тогда я могу h4 ладью подключить просто. Так, что за ход? А если шах? Король сюда, да? Так, где здесь маты? Ферзь, 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 ферзь. Где здесь мат, а? Может h4 пойти? Сейчас есть угроза, правильно? Ну, ладья h3, да, потом просто. Если h6, допустим. Будем играть красиво. Ну, на fg, ладья f3, король сюда, он точно пойдет. Я пойду сюда, он пойдет сюда, и ладья g5. Он сейчас возьмет и пойдет сюда. Ну, как я и сказал, по-разному уже мат могу поставить. И это мат. Что, ты мне ничью предлагаешь, что ли? Что за ничья? Как можно ничью предлагать? Ну и предлагай, сколько можешь. Да, в хорошем стиле, кстати, проиграл. Так, тут какие-то придурки. Так, еще 4 минуты и начинается, да, наш... Где у меня... Я что-то закрыл, что ли? Так, это мы закрываем. Можно открывать через 24 ком. With it not being a huge deviation from the strategy. But even more safe is to do a repeat of one of the two games, maybe a4 again, maybe h3 again, maybe something else here, maybe yeah, I don't know what d3 also is there. After d6 there is some bishop d2, for example, system. So there are all kinds of martial, anti-martial systems. There is also here c3 and then a4. There is a4 first. There is also bishop d2 here, I believe. There is a3 here as well, and knight c3. Jan has played many of those. He has a lot of experience. It's all comfort zone for him. So I think, yeah, one of these things, I wouldn't be surprised if they just repeat the previous game, or yeah, small deviation, move 6 or 8. But it would be an entirely different story if Jan suddenly springs an Italian on him or doesn't go e4 at all. That would really be a huge surprise. Otherwise, I think if we reach this position, it's all within the predictability area somehow.
What do you think? How much does it matter that after a free day, Magnus is going to be playing with white again? Because after the previous free day, it was also... Guests, ladies and gentlemen, I'm Maurice Ashley, and it is my distinct pleasure to welcome you to Game 5 of the FIDE World Championship Dubai 2021. The match is tied after 4 fighting draws at 2 points apiece. We expect to see an amazing game today here at the Dubai Exhibition Center at Expo Dubai 2020. Let's introduce the players. Playing with the white pieces, the challenger from Russia, Jan Nepomniachtchi. Так, Непомнящий. Где Непомнящий? Вот. Готов уже. Белый. And with the black pieces, from Norway, world champion, Magnus Carlsen. The head organizer of this event, from FIDE, the president of FIDE, Arkady Dvorkovich. Так, Дворкович. Посмотрим, какой сегодня будет гость, кто будет. And with us, a special guest, the Minister of Tolerance and Coexistence and Commissioner General of Expo Dubai 2020, Sheikh Nahyan bin Mubarak Al Nahyan. Опять шейхи. Today is a special occasion. Mr. Dvorkovich will say a few words. Thank you, Maurice. It's my special privilege and honor on behalf of FIDE and all people involved to congratulate our hosts and friends with the 50th National Day Golden Jubilee of the United Arab Emirates. The holiday itself is tomorrow, but we would like to do it in advance during the start of the game. What you did in this country is a huge success story, and it's thanks to the management and all people of the United Arab Emirates. So we take this with admiration and wish you all the success and health. So thanks a lot for your hospitality and leading this country forward. Thank you so much for those words. Your Excellency, if you may, make the first move. Так, посмотрим, какой ход делает. C4, что ли? Are we going to see this move staying on the board? Let the game begin. C4 пойдет. I think His Excellency just chose a move at random, a little bit closer to him, and Jan will stick to to his favorite with E4. Of course, the before game jokes are over, and no C4 but E5, repeating the same move which he played in game 1, 3, and here in game 5. Yeah, no surprises there. Quite interesting, I personally find how in different countries they have different names for different ministries. Like the Ministry of Tolerance is kind of an unusual name for a Western country, but probably is, you know, connected to. Yes, indeed. Yeah, so far all the same. Bishop E7 most likely as well. Слон E7. Yeah, no surprises there. And even Rook E1. D3 Spanish will have to wait for a couple more days at least. B5. E5 on the board. Слон B3. So let's see who is going to be deviating from the previous games. And what we're going to see, A4. I would think A4 will come again. Yeah, I also thought so, but I didn't want to say it, not to give away too much of my own thoughts. But A4, of course, very, very likely, and now very likely Magnus will
Well, it's very... Go ahead. Okay, bishop b7 probably will come. d3, d6 just here. White has also a few options besides knight bd2. So I wouldn't be surprised if Jan will be the first one to deviate, but here, perhaps bishop d2 is an option, h3 or c3. Slightly different to knight d2, especially bishop d2, that's simply a different plan altogether, stopping knight a5. And the knight would then often go to c3 and d5. So that could also very, very well happen. But after a4, Magnus takes a moment because he can play b4, of course, and that's another likely scenario you can see here. b4, in fact, was the main move for quite a while. Rook b8. Rook b8, that's the move that Magnus played against Duda. That is the third option. That is not a bad alternative, but a little bit more rare, and cannot come as a surprise to Jan because it was Magnus's game against Duda in the World Cup, which wasn't played too long ago. It's always interesting to see Jan's face expression, how he's reacting on things, and it's not very easy to understand whether the faces he's pulling or he's showing, whether it's a surprise or he's happy or he's unhappy. To be honest, I don't think he's very surprised at all. I mean, it all fits in within the strategy of Magnus, and he even played it before. So maybe he thought, I don't know, 60% for bishop b7, 30% for rook b8, and 10% for b4, and then he's slightly surprised about rook b8, but he cannot be shocked. And take h3. H3 could be a minor surprise for Magnus. You would think c3 and d3 are the main moves here. h3 is a slightly different move order, keeping the decision whether to place the pawn on d3 or perhaps d4, still keeping the flexibility there. So another variation on the theme. Quite interestingly, we saw h3 on move 8, we saw a4 on move 8, and now we saw a4 and h3 kind of in one. So is d5 a possibility for black in this position, sacrifice the pawn to play it as a martial type, or if it's this setup, it's not possible? Takes. Yeah, usually when the c3 square is available for the knight, even things like knight c3 can be quite promising for white. So I think d5 is something you don't want to do. But so he goes d6, and now very likely c3, and then d4 in one go is why he played h3 first. And d6 is on the board. Yeah, I don't think Magnus is surprised by that. This is nothing too odd. Interestingly, the players have a slightly different strategy with the black pieces. Jan is trying sort of to kill the game the most efficient way, while Magnus also tries to equalize, but he tries to still have some surprise value in there. Jan is not interested in surprise value. Jan just wants to say that, okay, I play the most rough equalizer. This is the best way. You know it, I know it, we all know it. I'm going to do it. I'm going to repeat my files. And Magnus is kind of trying to be a little more flexible, a little of deviation here and there. Have Jan a little more alert, and perhaps this is a strategy to try and maybe one day get a playable position with the black pieces. Maybe perhaps put some pressure on Jan in the middle game later on. Let's see. What is the best plan here actually with black? Bishop e6 seems to be the most logical one. Yeah, I don't know if it's the best, but bishop e6 is sort of a very common idea in all these Spanish positions, right? To trade and get the structure, which is quite playable. But white would not capture on e6, would he? I would guess it's the more ambitious option to capture, because if you don't double the pawns, then there is even less imbalance. So I would guess takes and d4 in one go is very, very tempting. Black can also, of course, wait. You can wait, and waiting moves would be something like h6 as a sensible waiting move, right? You have to realize knight a5 is not a move here anymore, which gives a new twist to that. Also, b4, by the way, is a theme. b4 is a theme. Trying to open the b file. So we'll see what Magnus chooses. So far he should still be in book. I'll take a look meanwhile in the database. What is the most common move here? Bishop e6. I suspect that this is extremely rare because rook b8 is a very rare move. I think h3 must also be rare. And somehow I guess we are in a relatively uncharted territory, but let me just check to be sure. Даже ладья b7 ходу смотрели, непонятно почему. h3, d6, c3.
Yeah, we have 60 games here with some transposition as well. B4 is by far preferred. It's not the most popular move, but it's the move that the modern engine sort of is leaning towards. And I also kind of like the look of it. Try to simplify. You know, you got rid of both the A and B pawns, which, you know, kind of a step in the right direction for black. Do we want to trade more as you have a little bit less space in the center? You want to trade more, have more space on the queen side? Also, there is an interesting idea being played by Gawain Jones in 2008, which I also like. Bishop b7, d4, and now you don't have knight a5, so I thought this is not a good idea, but there is rook a8, trading the rooks and getting knight a5. But Magnus goes for b4. Yeah, the main move, the first line of the engine as well. Let's see what Jan has prepared here. Well, there are not much of an option for white, is it? I mean, d4 seems to be the straightforward continuation. D3 as well is possible. To be honest, this looks extremely dry. Takes, takes d5, e5, knight e4. Extremely dry. I'm not sure Jan has d3. D3, yeah. D3 is a little bit more ambitious. And after b4, d3, yeah, now it's extremely likely that finally this bishop e6 idea will be played at some point. But also no need. There is also the slower plan, right? Of h6, rook e8, rook e8, bishop f8, and then bishop e6, not to double the pawns. Yeah, so far it looks that it's going into extremely solid position. Yeah, with the B and A pawns gone, it gets only more drawish, right? These positions, even these ones. At least if you have the B and A pawns. But now there is so little. Of course, there is still some game going on here on the right side of the board. But having traded the board is 2 files smaller. Yeah, now we play on the 6x8 board instead of 8x8, making the game even more drawish. I don't know if it gives to any of the side an advantage on the A and B file. It seems to be it's pretty balanced out. If one rook is on A file, other one is on B. I don't know. Yeah, one thing I would sort of how I would feel is that white has reduced risk further, because now imagine if there are pawns on A4 and B2 or something, you would have some weak squares or something, but that's not all gone. So white has just some small plus in the center, but it's all too little. And again, I'm not even sure black has to go bishop e6. I mean, h6, rook e8, bishop f8, and bishop e6 plan. It's very, very solid. I don't know what white would do in the meantime. You know, maybe bring the knight over, but then something like this. I don't know. Or immediately maybe bishop e6 or take. Yeah, because now if take d4. You have the time to interpolate that, yeah. So yeah, this kind of stuff is very little. Sometimes d5 even is possible. But we'll see. Maybe Jan has something in mind, or maybe he just wanted to prepare something very safe. It seems to me that Jan is completely happy, relaxed, everything is under control, while Magnus somehow starts to get a little bit heavy in his mind. Don't you think so? I don't know, he's thinking, he's not sure. Yeah, Jan happy in what sense? I think Jan is happy not in the I'm going to crash today sense, but more in that today is safe, tomorrow is rest day, life's good, you know, black is fine, I have Petrov, he has no ideas, all good. In that sense. In a sense of looking the whole match as a whole. For example, this is the first time I see him walking in the fish tank, not going out from the playing hall, like somehow starts to feel comfortable in this situation, because in the first few days, I mean, for him it's the first World Championship match, right? So for him everything was so different. And the first game was very special. After that, the second game was extremely difficult, very tense. Third game, it was okay already, stabilizing a little bit. So it's like kind of I have a feeling when you have a new home and you need time to feel comfortable there, because to know and to get your routine.
And somehow here also I feel with Jan that by now with game 5 and with this opening position which we have on the board, he feels somehow comfortable in this environment, on the board and off the board. Yeah, I would say though the body language would suggest as though he is doing very well and Magnus is in some under some pressure. I think this is not how I would read the position that is on the board. I would really feel that okay, White is super safe, but okay, to try and understand what happened in the opening a little bit more, I think Magnus will take a moment here after BC. I think what is basically going on, so after a4, okay, rook b8, ab, White gets some file, but of course traded the pawns. Now you have a similar situation like in the Marshall once again, so c3 is met by d5, I guess, and this would be then a main way for White to look for an advantage, but probably Jan and his team didn't find any there. And likewise, after h3, d6, c3, b4, I would think that okay, d4 would be the main way to to look for an advantage, but there is none after takes d5, e5, knight e4, and then he went d3 here, but somehow I feel as though this is kind of a sign. Actually, I also wonder why not. I also wonder why not d3 here. By the way, let me just try to. Because I don't understand the point. Let me see. Yeah, there isn't the point actually. I think. So maybe in this position, d5 is an option. Takes, knight e5, knight d4. Isn't that an alternative? Yeah, but there's also this knight c3 stuff always. Yeah, that is. Тут говорит, что конь c3 можно, да? Let me see, d5. Knight c3 is often. Кстати, да. Это интересно. Yeah, also knight e5, knight d4, and knight d2. And I did without the move h3. Yeah, so that's kind of. Yeah, d3 was possible, but I guess the point is that after d6, c3. Anyway, h3 is a useful move probably. Yeah. So it's just a different move order. But somehow I feel that White's opening play really lacks punch. You know what I mean? It's really unprincipled what he has done in some sense, if you look at it logically. But I think he wants also to provoke Magnus. Like he wants to say, okay, I'm the underdog officially, or how people see it. Show me. Yeah, but I think Magnus sort of is not going to be provoked with black. Maybe I sort of I'm missing the deeper dangers here for black, but how I would see it is that it's d3 Spanish, which is always timid, but then like in a better version for black, because usually what you have is if you lack space, you want to either trade pieces or pawns or whatever you want to trade, and now I feel like we have a normal position with the A and B pawns gone from the board. And it should benefit the side that is defensive, the side that has less space, which is black. So I would feel that black has simply a good version of a slow Spanish, and it's like a very harmless position. But maybe White's center, perhaps d4 at some point, still gives him some chances to fight for a small plus. And the knight on c6, of course, is somewhat of a problem piece, I have to say, and that remains the situation in all the e4, e5 openings, Italian and Spanish. The knight doesn't have any squares dominated by the c3 pawn, and so maybe that is one reason why White can hope for a small edge, but it's a bit far-fetched. Is there a